Привет, мои дорогие! Это болталка на ночь, и я думаю, что вы хотите узнать о себе немножко побольше. Давайте с вами рассмотрим всех ведьм по знаку зодиака. Хоть это будет, в принципе, где-то более-менее обобщенно, но я знаю, что вы в комментариях добавите что-нибудь от себя, от своего знака зодиака, что вы почувствовали, мои дорогие опытные ведьмы. Ну что, мы сейчас посмотрим. Овен, девочки, все 12 знаков зодиака разберем. Овен, какая ты ведьма? Овны — это ведьма войны и очень скоростной кармы. У меня, кстати, собачка Овен и дракон, девочки. Я знала, что ко мне придет дракон и что это будет вихрь. Да, у меня такая. Ну, короче, она, конечно, не ведьма, просто фамильярчик ведьмы, но все же. Кто такие овны? Война и скоростная карма. Какая твоя суть? Твоя суть заключается в том, что ты очень вспыльчивая и стихийная ведьма. И твоя фишка, что тебе не нужны свечи и ритуалы. Вот авенам, ведьмам не нужны свечи и ритуалы, хотя они очень хорошо работают с огнем. И когда рядом со мной находится ведьма Авен, и она начинает сжечь свечу, она у нее такое ощущение, что ярче горит, чем моя. В общем, если тебя кто-нибудь обидел, карма прилетит прямо в лобешник, прямо в эту же секунду. Это стопроцентная фигня, и она работает. А насчет магии, да, Авен работает со стихией огня. Выжигание негатива — это вообще твоя фишка. И мгновенное исполнение желаний на личной силе и упрямстве, когда это все заточено. Надо овнам очень хорошо пользоваться именно своей импульсивностью. Вот, как я очень часто говорю, что надо ловить тот момент, тот вайб для того или иного ритуала. Например, какую-то злость в себе, да, какое-то негодование, там, или очень, такую смоковную любовь какую-то словить. В общем, так у вас работает магия, и на это надо обратить внимание. И, конечно же, огонь — это ваша стихия, свечи — это ваше все, ваши лампочки все вспыхивают и прям бьются. Дальше. Телец, ведьма-телец. Это у нас зеленица и денежная ведьма. Э, В чем твоя суть вообще заключается? У тельца ведьмы, хранительницы домашних благ и уюта. Это всегда априори так, да. И в твоем доме всегда пахнет да, какими-то благовониями, корицей. У тебя баночки какие-то интересные с вареньями стоят, да, сушатся ядовитые травы. Магия. Магия твоя лучше всего проявляется в травничестве, да. Тельцы, которые собирают травы, которые сады выращивают, да, цветы выращивают, это самые крутые ведьмы. Кулинарная магия, то есть приворожить через пирог — это к тебе. И заговоры на богатство, они тоже у тебя очень хорошо работают. Иногда вот для себя оно работает как бы немножко как будто бы слабее, да, но это происходит от того, что надо соблюдать Ведьмовской кодекс. Вот всегда жить Ведьмовским кодексом, и все будет хорошо. И у тебя материализуется все, к чему ты, скажем так, прикасаешься. То есть, например, ты хочешь что-то сделать, тебе надо взять свои ручки, приложить их, видение свое приложить, и у тебя все очень красиво, все очень классно получается. То есть это касается и ритуалов. То есть какая-то красота, эстетика, да, должна быть в твоем каждом ритуале, и в предметах тоже, да. Они вот должны наполниться твоей вот этой тельцовостью. Близнецы. Ведьма-близнецы — это у нас ведьма перекрестков и сплетница богов. Это информационный медиум. Вот близнецы, они очень хороши именно в заговорах. Твоя какая фишка? Ты знаешь вот прям заговоры мира, они заложены в твоей голове. Даже если, когда тебе кажется, что ты не знаешь что, ты можешь сесть и написать заговор, и он будет очень крутой. Но ты вот, у тебя есть одна рассеянность, у тебя нету, знаешь, такого
порядка какого-то. То есть творческий беспорядок, например, ты не знаешь, где карты Таро свои оставила, ты забыла, где нож лежит. Короче, тут, конечно, собранности не хватает, но в этом тоже есть твоя прелесть. Очень хороший медиум. Близнец, ведьма-близнец — это очень хороший медиум. Обращаться к медиумам-близнецам — это прямо все. И если ты близнец, вот ищи, с кем и чем ты можешь поговорить — это с потусторонним миром, с миром покойных. То есть ведьмам-близнецам я советую вообще все-таки вот развиваться в плане медуизма. Магия слова у тебя очень сильна, твои мысленные внушения. Ты как-нибудь что-нибудь скажешь, все время у всех это откладывается в голове. Так почему бы это не должно быть что-то ведьмовское? Кстати, у тебя очень тоже хорошо работают вербальные проклятия. Например, все, что ты скажешь вслух, срабатывает тоже мгновенно. И очень хороша у тебя работа на перекрестках. Все твои откупы на перекрестках, они все рабочие. Ты даже можешь идти по перекрестку, бросить там пару монет там или еще что-то там себе сказануть под нос, да, и это уже 100% будет работать. Так, дальше у нас идет рак. Кто такая ведьма-рак? Это у нас потомственная лунная ведьма и хранительница родовых тайн. Огромный эмпат. И твоя фишка. Вот мне нравятся раки, мне нравится в них погружаться, мне нравится вот, вот что ходит и говорят, что типа водолеи раком не подходят, нифига. Я с раками люблю общаться, и мы вообще прям захлеб получаем удовольствие от общения. Очень у нас схоже все. Не знаю, как с другим, почему у меня так, тоже не знаю. Но хоть и ведьма-рак может поплакать над грустным фильмом, к примеру, но она может проклясть до седьмого колена любого, кто ее обидит, и особенно ее семью. То есть у рака ведьмы очень хорошо работает вот именно родовая магия, родовая. То есть связь с прошлыми поколениями, с предками, связь с потомками тоже очень хорошо работает. И очень сильные ритуалы, когда эти ритуалы касаются близких людей, которых где-то обидели и все остальное. Короче, может, даже и не сколько для себя, иногда для себя вот этот скептицизм, да, проявляется, но все же, моя дорогая ракунья, ракинья, ракуша, у тебя очень хорошо работает именно родовая магия. Поэтому я тебе, вот если ты только начинаешь свой ведьмовской путь, посоветую знать вот прям до седьмого колена на своих предков, да, и скажем так, почаще диагностировать своих потомков, там племянников, своих детей, вот всех детей, которые относятся к роду, да, вот у тебя вот оно дано, понимаешь? Вот дана родовая магия, вот как никому именно Ракини. Очень хорошо у тебя срабатывает зеркальная магия, магия с зеркалами. Все любые ритуалы с зеркалами у рака ведьмы очень хорошо работают. Защита дома. Тебе это дано. Ты пришла в этот мир для того, чтобы защищать дом. И у тебя это тоже хорошо получается. Все твои амулеты, все твои чистки дома, все очень 100% рабочее. Дальше, конечно же, стихия воды и работа с водой. Отливки воском. Это все тоже твое. Сильнейшая родовая защита. Она уже на тебе стоит, и ты ее можешь ставить другим. Понимаешь? Тебя невозможно пробить именно твою родовую защиту. Даже кто бы попытался, ну, не получится. Но единственное, ты очень хорошо, ты эмпатка, ты очень хорошо это чувствуешь. Я вот тоже часто говорю, в своих видео, да, что иногда человек, а особенно вот рака женщин, это 100% касается, да, ты иногда чувствуешь, что на тебя что-то навели. Но дело в том, что ты иногда чувствуешь даже то, что на тебя кто-то намеревается что-то навести, да, или ты чувствуешь так своего врага, и у тебя вот уже срабатывает твое вот это вот внутреннее ведьмовство. Такие вот дела. Дальше. Лев.
Ведьма Лев, кто она у нас? Это церемониальная королева магии. И демонстративная, и дорогая ведьма. Это львицы. Алтарь ведьмы-львицы должен быть вот прям как выставка в музее выглядеть. Какие золотые свечи, огромные кристаллы, шелковые мантии. Все надо, чтобы было дорого-богато, эстетично. Это вот то, что будет работать, оно то и помогает. Если, например, львица-ведьма делает ритуалы просто вот, скажем так, на голой земле, да, без ничего, этот ритуал будет хуже работать, чем, например, когда это сделано дорого-богато. Поэтому, девочки, львицы, если вы, например, делаете ритуалы против врагов, ваша, например, откуп какой-нибудь, да, он должен быть выглядеть хотя бы дорого-богато, красиво, с блеском, с достоинством. И что у тебя работает у ведьмы льва? Работает очень сильно ведьмовской шарм, то есть личный магнетизм очень хорошо работает. Ты вот с помощью своего магнетизма можешь манипулировать людьми, они просто поддаются тебе. Дальше присушки на любовь. Или, например, какие-то статусные амулеты. Если ты кому-то создашь амулет, который предрекает ему, например, какой-то статус лучший, да, медали, медальоны, что-нибудь такое вот с золотом или очень блестящее, горящее, да, работа с солнечной энергией– это твое. То есть по факту, вот если лев, ведьма черная, то это, конечно, все, что блестит в ночи. А если ты ведьма больше белая такая, то желательно свои ритуалы все-таки тебе под солнцем делать, да. То есть солнце- это твой большой, огромный помощник. Так, дева. Если кратко о деве нашей, о диве, мне нравится называть этот знак дива. Дева– это узелковая ведьма и перфекционистка. Ну, конечно же, да. Девочки, у вас, дивы мои дорогие, очень хорошо работает узелковая магия, да, то есть браслетики, завязывание узелков, потом, например, поджигание этих узелков или завязывание на руку, это все очень супер рабочее. Ты ведьма-математик. Это такой вот редкий дар, у которой все под контролем. И вот этот вот контроль, дьявол в деталях, да, и это прям твое. У тебя есть четкая такая фишка. Это вот прям какие-то твои, ну, если так грубо говорить, Excel-таблицы с фазами Луны, графиком очищения квартиры, дома, да. Твои зелья варятся строго по граммам. И именно вот это вот, знаешь, квантовая математичность– это вот прям рисунок твоего ритуала, рисунок твоего кармического ведьмовства. Поэтому обращай на это внимание. Чем скрупулезнее, да, чем вот вывереннее твой ритуал любой, и когда ты от этого еще кайфуешь, получаешь удовлетворение, чувствуешь, да, да, я угадала, тут 13,3, тут 16,666, да, вот эти ритуалы будут очень супер хорошо работать. Узелковая магия, наузы называется, да, вяжем наузы, руны, это тоже твое, то есть не пренебрегай рунами. Я, девочки, рунами не пренебрегаю. Я хоть на них на каналах своих не гадаю, но я в жизни вообще очень плотно сидела на рунах. Очень плотно. И сейчас, кстати, у меня рун много всяких есть. Я себе их сама даже наделала. И делаю еще из камней. Только у меня вот не до конца коллекция вот этой из камушков есть, потому что они, ну, как бы, я их добираю, как говорится. Про руны обязательно, про рунические ставы, защиты тоже подумай, потому что они очень хорошо у тебя работают. Ты можешь создавать сложнейшие защитные обереги из дерева, из камней. Ты можешь создавать сложнейшие ритуалы
и когда ты вот чувствуешь, что вот кайф, и он как-то быстро у тебя и хорошо создается, да, то вот он 1000% тоже сработает. И девы еще умеют очень хорошо очищать пространство. Причем девы это делают до стерильности какой-то. Я видела, как работает одна ведьма-дева, когда вот она чистила офис. Я тоже любитель таких офисов почистить. Ну вот в плане от негатива, когда очень много людей, это коллеги работают между собой, все такое. Так вот, девы делают это просто изумительно. И вот ходишь, такое ощущение, что запах озона еще после дев. Такие дела. Весы. Ведьма-весы. Это у нас погодная ведьма и дипломат тьмы. Суть вообще ведьмы весов в том, что она всегда ищет баланс между светом и тьмой. И не просто знак, это так называется, не просто так. И не просто так на Таро правосудие, оно всегда с весами. Да? И в жизни тоже. Какая фишка у ведьмы весов? Она выбирает час, какую колоду карт разложить. Но в итоге она всегда будет видеть ситуацию насквозь. Дружит и с ангелами, и с демонами. И вот у весов это очень хорошо получается. Из моих знакомых у меня есть ведьмак. Ведьмак весы, девочки, да. И он такой и мягкий, и загадочный, и такой вот прям интересный. И он как мне тоже какие-нибудь интересные такие вопросы задает, что я потом, вот знаете, как иду и перевариваю. Как наелась, я иду и перевариваю вот эту интересную такую информацию для размышления. Вот расскажите, какие вы весы. У вас очень хорошо работает магия воздуха, магия погоды. Вот кто у нас умеет вызывать дождь, бурю, звать солнце и все остальное, обратитесь к ведьме весам. Ведьма весы, она управляет погодой. К сожалению, девочки, нас, особенно ведьм весов, вот тогда вот, когда считалось, что ведьма, которая меняет погоду, ее надо сжечь на костре, да, вот как раз-таки это были вы, девочки. Ладно, но это наше было какое-то такое инквизиционное печальное прошлое, да. Но мы выжили, нас много, и у нас вечные души. Так вот, у ведьмы весов очень хорошо работает магия воздуха и погода. И еще очень хорошо работает любовная гармонизация, да. И иногда, не у всех это есть, но есть, когда можно работать с такими людьми, которых надо вывести из психически ненормального состояния, да. Даже алкогольную лярву весы могут снимать. Обратите на это внимание. Так, еще и сны очень хорошо можете интерпретировать, но, правда, долго. И если, например, задать вопрос, я, например, своему ведьмаку весам задавала вопрос, да, потом даже забывала, где-то через неделю, 2, через месяц мы, например, встретимся или поговорим, и он мне выдает это, подумав, как говорится, хорошо, что интересно. Такие дела. Скорпион. О, Скорпион, ведьма Скорпион. Это некромант и королева чернокнижия. Некромантша еще там. Это самая классическая и опасная ведьма. И если вы, девочки, видите ведьму Скорпиона, знайте, что это классическая опасная ведьма. Какая у Скорпиона ведьмы фишка вообще? Видит людей как рентген, знает все грязные скелеты. Да, все ваши грязные скелеты она найдет. Дайте ей время. Дайте ей время. Но я вам скажу одну вещь. У меня, например, была такая подружка. Она была легкая такая, легкая хохотушка, скорпион, ведьма. И знаете что? Ну, у нее была такая вот сильная жизнерадостность, да, которая мешала ей заниматься магией. Вот реально. Хотя она знала, что в ней сила есть, но она такая хохотушка, все. Но как вот у нее были
Она очень страстная была, очень страстная. Столько мужиков, сколько у нее не было ни у кого, даже у меня. Короче, она, ну, такая вот интересная, крутая, очень яркая была. Ну и сейчас она есть, но сейчас она поутихла, она вышла замуж, родила ребенка, ну и все у нее в принципе хорошо, но она от этого отошла, потому что она ушла в в работу, ей нравится продавать. Она менеджер по продажам, это ее, и вот она вот на этом так остановилась, больше ничего ей не надо. Так, но есть разные скорпионы, это тоже зависит тоже от дня рождения где-то, да. И, м, в основном у всех ведьм скорпионов тяжелая гипнотическая энергетика. Я сказала про исключение из этих правил, когда была такая хохотунья. Ну, такая приятная, мы с ней там очень хорошо дружили, но просто мы из разных городов, и сейчас, как говорится, просто очень редко общаемся. Так вот, а остальные скорпионы — это да, это просто тяжелая, очень тяжелая, гипнотическая, прям не просто даже энергетика, а шарм такой офигенный. Некромагия — это что у нас? Работа с кладбищем и духами предков. Жесткие какие-то чистки, боевая магия, сексуальные привороты, от которого нет противоядия. Если приворот навела скорпионша, дай бог, как говорится, ей же снять собственный приворот. Некромагия — это общение именно с покойными. Вот я бы, посоветовала все таки вот кто ведьма, кто не боится магии, заниматься все таки некромагией, а, общение с покойными. Оно идет немножко не на таком уровне, как у меня. У меня, девочки, водолейская натура, да, и я, беру просто информационное поле. Я спокойно общаюсь через я хочу передать информацию, и все на этом, и все на этом. Понимаете? Редко, тем более сейчас я делаю именно такие кладбищенские какие-то вещи. И то, например, снимаю, и я передаю информацию, чтобы они решали. То есть моя черная магия в этом заключается. И, ну и, соответственно, с бесами это, к черной магии относится. Поэтому вот некромагия с какими-то такими глубокими корнями, вот, ведьма Скорпион может этим заниматься. Так, дальше Стрелец, ведьма-стрелец. Кто же у нас ведьма-стрелец? Это шаманка и ведьма-путешественница. Суть ведьмы-стрельца, в том, что она свободолюбивая искательница истины. На нее нельзя давить. Как бы она даже не хотела, чтобы на нее давили, на ведьму-стрельца нельзя вообще никак давить. Указывать ей, подсказывать. Просто вот там по-доброму как-то, знаете, так: "Привет, дорогая, чем ты занимаешься?" Хорошо. Ну, получится, получится, не получится там". Ну, короче, знаете, так вот общаться. Фишка. Фишка у стрельца ведьмы. Она может уехать в тайгу, искать места силы и варить зелье из кактусов в пустыне. И верить, что Вселенная — это ее главный фамильяр. И знаете что? Она права. Она права. То есть желательно, чтобы стрельцы, ведьмы, они находили свои места силы. Их надо постоянно искать, девочки, потому что разные места силы у вас могут быть. Вот для одной работы одни места силы, для любви другие, там для противодействия врагам третьи, для денежного канала четвертые, да. То есть надо все время искать вот эти места силы, и они вообще не всегда дома у вас. И какая магия для стрельцу, ведьме подходит больше всего? Астральные путешествия. Предсказание будущего. Даже не копошение в прошлом, а именно предсказание в будущем и, вперед на несколько лет. 3, 5, 7 лет. Также очень хороши работы с тотемными животными. У стрельцов должны быть фамильяры: коты, собаки, попугаи, паучки, мурашки. Вот кого вы приручите, все ваши тотемные животные, они — это ваши помощники. И еще
у вас, кстати, у стрельцов очень хорошо работает расширение сознания, да. И любыми способами, любыми, девочки. Это не просто там расширение сознания с помощью книг, к примеру, да. Это и гипноз, это может быть и нейролингвистическое программирование. Я бы вам посоветовала еще, вот знаете, такие очень глубокие азы психиатрии взять, да, потому что вы в этом очень молодцы. Так, Козерог, ведьма Козерог. Кто у нас? Это ведьма ритуальная. Это сатурнианский, скажем так, маг. Какая суть у ведьмы Козерога? Это строгая, хладнокровная ведьма старой школы. Ее фишка в том, что она не верит в волшебные таблетки. Она считает, что магия — это тяжелый труд, и она права. И тут важна еще и дисциплина. Она никогда не хвастается силой. Я не знаю ни одного козерога, женщину, ведьму, а я знаю, может, 3, и я сделаю вывод даже по ним. И плюс даже по вам, девочки, потому что мы с вами уже 10 лет на Ютубе. И угадайте, сколько я вас прочитала. Я 10 лет читала вас. Да, ваши комментарии, ваши карты. Я вас знаю, как говорится, вот иду. Ну, насчет Козерога ведьмы. Она никогда не хвастается силой, никогда. И вот мне очень импонирует, я вот как водолей тоже вот не кичусь никогда ничем. Ну, редко я могу там что-то, и то это вот какой-то, может быть, сарказм или там еще и сатира моя, да, моя сатира. Так вот, а мне очень нравятся козероги ведьмы, знаете чем? Что они никогда вот этим не хвастают, что они себя так настолько порядочно ведут в этом плане, да, что я вот просто с козерогами отдыхаю в этом плане. Вот реально отдыхаю. Никто ни перед кем не выпячивается, не козлится, ни какой-то херни какой-то нету. И мне приятно, мне уютно с ведьмами-козерогами. Так, но хоть она никогда не хвастается, она прекрасно знает, что у нее ее магия, если уже начала работать, то она уже просто идет до конца. Ведьме Козерогу подходят вот именно все старинные школы. Тот же Папюс, да, все, что вот больше 100 лет, вот эта вот магия вся старинная, Нострадамус тоже, вот все туда, это все Козерожье. Какая магия у ведьмы Козерога? Магия времени и старости, работа с камнями, кристаллами, какие-то долгие и долгосрочные ритуалы на власть, карьеру, законы кармы какие-то. Вот такие дела. Так что у девочек чем дольше эти ритуалы идут, тем лучше. Когда ведьма Козерог делает ритуал, у нее 3-дневный, плюс еще какая-то аскеза или пост какой-то, да, я думаю, ну все, разошлась. Разошлась. Так, водолей. Ну что, мои девочки, водолеи? Я тоже водолей. И разберем водолеев-ведьм. Ну, то, что мы прибабахнутые, я не думаю, что это надо рассказывать. Но это звездная ведьма из будущего. Мы, девочки, с вами из будущего. И все, например, демоны, которые связаны с пророчествами будущего, это все наше. Мы техномаги и хакеры реальности. Ну, это уже прям, если современным языком говорить. Вот прям и от Бога, да? Вот это водолеи. Наша какая фишка водолейская? Мы читаем натальные карты со смартфона, гадаем на кофейной гуще через Zoom и используем нейросети для создания сигилов. Понимаете? Ну, магических печатей. Но это так чуть не в шутку говорю, но обратите внимание, я, девочки, знаете, что заметила? Вот если люди в основном боятся где-то развиваться, а я нет. Мне подавай, вот выходит какой-нибудь сложный какой-нибудь гаджет, да, я буду в нем разбираться. Я помню, мне программисты, когда, например, вот мне там компьютер чинят, там подчиняли примус или еще что-нибудь делали, и я там бла-бла-бла болтаю, трали-вали, они говорят, ну да, ты в этом вообще не в программах, типа, не разбираешься, но то, что ты
хочешь в них разобраться, да, и что-то такое понимание показываешь, это прикольно. Вот такие, и именно вот эти вот программисты, которые у меня тоже на работе были, тоже всех говорили биомасса, биомасса, да. Но вот я какой-то подход в словах находила. Как что-нибудь напишу, или, например, пишу какую-нибудь бумагу, заявление и подписываю, да, Франциск Скорина. Ну, то есть тот, кто... Франциск Скорина — это тот, который летописи, первую друкарню, печатный станок, напечатал Библию, да. Франциск Скорина такой вот был. Так вот, и они видят вот эти вот мои шуточки, да, и они, нифига, не биомасса, не биомасса. Ну, короче, наша суть еще какая. Мы хорошо разбираемся в астрологии, и это прям заложено где-то, я не знаю, на каком уровне, да. Я астрологии, может, и не так сильно внимание обращаю. Иногда я могу даже вот попутать, где какой планета в каком где знаке, да. Но я люблю астрологию, я люблю звезды, я люблю изучать, что такое черные дыры, почему там замедляется время, там все такое, квантовая физика. Это тоже мое. Ну, правда, да, у меня это с генетикой, скажем так, может быть, переносится. Почему? У меня папа физик, радиофизик, а мой дядя был физик-ядерщик. Ну, короче, может быть, я в физике и не особо, но я спокойно возьму учебник физики и буду по приколу его читать. И вы тоже. Ведьмы, водолеи, они такие. У нас, девочки, астрология, магия хаоса, чтение хроник Акаши. Это тоже наше. Поэтому, если кто не читал, почитайте. Работа с энергетикой космоса, с электричества, волны, свет. Мы все об этом все знаем. Я про вам и про черные рассказывала, и про красные. И есть фиолетовый цвет, а есть ультрафиолетовый, есть красный, есть и инфракрасный, да. То есть то, что мы видим, то, что мы не видим. Эти цвета, которые подвластны глазу нет, это тоже все супер классная, интересная магия. Вот такие дела. А про электричество, девочки, у меня тоже очень много таких интересных историй есть, как оно на меня влияет, а оно реально как-то по-особому. То есть меня однажды, когда должно было током чуть ли не прибить, меня не пришибло. И это, когда я это рассказывала вот этим электрикам, да, которые этим занимаются, они говорят, ну такого быть не может. Я говорю, блин, ну было же. Ну, а как я не разбираюсь как будто бы в этих всех нюансах, да, ну было же. Фаза была? Была. Была бы фаза? Да, была. Говорю, так что ж не было? Понятно. Вот такие дела. То есть мы с вами техномаги. И чем вы больше, так знаете, используете инструментов, скажем так, и эти инструменты должны быть из будущего, девочки. Ваша магия, она будет всегда, вы будете этим наслаждаться. Хотя, в принципе, и историей мы интересуемся, и всем, и это просто вот как мы прокладываем вот эту вот новую тротуарную плитку в будущее. Рыбы, рыбы-ведьмы. Это ведьма-медиум и повелительница снов. Конечно же. Я думаю, что вы об этом и так знаете без меня. Это самый мистический и отрешенный знак. Я, девочки, с рыбами дружу. У меня и мужчины есть рыбы, и женщина рыбы. И как-то вот из последнего моего общения с рыбой-ведьмой, вот такого, ну, вживую, она, короче, рассказывала мне, как она там делала специальные ритуалы, обереги, и какое тату она выбирала для того, чтобы вот решить какие-то свои дела. Решила она дела свои? Да, решила. В общем, мистика и отрешение, да, какое-то все равно присутствует в рыбах. Фишка ведьм рыб. Она живет наполовину в реальном мире, а наполовину в своих видениях. И мы никогда не узнаем, в каких видениях живет рыбка. Она это либо покажет немножко, либо нет. Но она может путать часто, где был сон, а где реальность, да. И у нее абсолютная интуиция, абсолютная. Магия. Какая магия работает у рыбки-ведьмы? Это осознанное сновидение, гипноз. Гипноз. Рыба гипнотизирует так, будь здоров. Лучший гипнотизер – это рыба. Медуизм.
общение с потусторонним миром — это рыбье. И рыба это может делать, знаете, в чем? Не входя даже в транс. Не входя в транс, рыба может заниматься медуизмом. Также она читает мысли, и рыбка может создавать иллюзию у вас в голове. То есть любовные привороты у рыбок тоже очень хорошо работают, но они такие. Я бы рыбкам советовала делать привороты без свечей, без огненной стихии, ну, например, где-нибудь на воздухе, на воде, с какими-нибудь амулетами, с негорящими. Дело в том, что от них вот как исходит такая полярность определенная, да, и она просто а, расслабляет и закрывает веки любому, на кого она может наводить этот любовный приворот. Вот такие дела. Девочки, если вам что есть добавить, это мы кратко с вами пробежались по знакам зодиака, хотя можно там много таких каких-то примеров из жизни рассказать. Давайте напишите, какая вы ведьма, или что вы знаете, какие ведьмы вам встречались по знаку зодиака, да, что вы отмечали такое, да, потому что это какие-то общие признаки, они все равно у нас везде между нами всеми есть. Может, я там где-то чего-то не досказала, но все же просто мы так перечислили все знаки зодиака. Все, любимки, люблю вас, целую, обнимаю. Пока-пока.